И в нулевом уровне важная вещь. Почему в нулевом уровне это важная вещь? Потому что на этом курсе подразумевается, что вы это уже более-менее шарите. Но я все равно хочу повторить и уточнить. Важно понимать чистый JavaScript, как работает event loop, как работает JavaScript вообще в целом, как работают промисы, асинхронные всякие вещи. Это реально очень важно знать и понимать, потому что если вы шарите в нативном JavaScript, то любой фреймворк, любая библиотека, любая вообще технология, которая написана на JavaScript, вам будет прекрасно понятна, вам будет намного легче ее понять. Потом, мне кажется, что важно понимать паттерны и алгоритмы, особенно как раз вот паттерны и TypeScript, вот здесь они хорошо перекликаются. Паттерны, не знаю, вот в плане реакта есть реакт паттерны, да, которые мы проходили, это как раз хоки, там кастомные хуки и так далее. Вот паттерны конкретно JavaScript, типа singleton. Я считаю, что это очень полезно знать JavaScript разработчику, но конкретно для интерфейсной вот React разработки очень редко мне встречались эти кейсы, поэтому то есть это скорее для общего развития, то есть очень на нулевом уровне у нас чистый JS и алгоритмы. Алгоритмы в том плане я бы посоветовал подучить, что такое сложность алгоритма, потому что вам это позволит, эти знания позволят вам писать более оптимизированный код. Например, вы поймете, что почему цикл в цикле это плохо. Да, и когда вы будете встречать цикл в цикле, вы задумаетесь, так, окей, так, а без двойного цикла нельзя, или там, а действительно ли у меня там немного элементов, да, то есть если немного элементов, то цикл в цикле пофиг. Вот, если много, тогда уже будут проблемы. Давайте подытожим. Значит, чистый JS, алгоритмы, сложность алгоритма, потом тесты, TypeScript.